Очередные герои сегодняшнего дня показали себя за рубежом, и эту историю мы с вами и разберем во всех подробностях. Михаила Емельянова в Паттайе похитили, удерживали, пытали и расчленили на почве долгового конфликта с двумя соотечественниками-дезертирами. Сейчас они под стражей в Таиланде и рискуют получить смертный приговор. Давайте разберемся, что же там произошло и что всех поразило. История началась как типичный русский спор о деньгах на тропическом курорте и закончилась обнаружением человеческих останков по запаху прудов под Паттайей. Рабочие и волонтеры почувствовали резкий запах трупный возле пустыря в районе Нангпру. И полиция вышла на закопанные черные пакеты с фрагментами тела, частично обожженными и закрытыми в 5 разных точках возле водоема. Зарыты они там были. Уже через несколько часов стало ясно, это 30-летний российский предприниматель Михаил Емельянов, которого искали почти месяц. Исчезновения связались с конфликтом вокруг каннабис-бизнеса и крупного долга. Особый резонанс добавила биография предполагаемых убийц. Бывшие осужденные, ушедшие на войну. Так это происходит сейчас на территории Российской Федерации. А затем дезертировавшие, то есть они вышли из тюрьмы, их выпустили оттуда, и они развернулись и не поехали никуда воевать, они поехали заниматься своими более привычными талантами. Затем они дезертировали и осели в серой зоне иммигрантского криминала в Таиланде. Михаил Емельянов, 30-летний петербуржец, до приезда в Таиланд работал в гостиничной сфере, а в 22 году на фоне мобилизации и боевых действий уехал сначала в Кыргызстан, а затем обосновался в Паттайе. В Паттайе он открыл легальный на тот момент каннабис-шоп, King Cannabis, в русскоязычных источниках наркошоп. В районе Джамтьен жил как экспат среднего класса и, по словам близких, старался держаться в стороне от боевых действий, и вообще этой тематики. Но неизбежно оказался в окружении таких же беглецов разного калибра. Подозреваемые. Двое его соотечественников, 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Москалев. В англоязычном массиве фигурируют записи Демидов и Маздалев. Иностранные и региональные медиа указывают, что оба бывшие заключенные, участвовавшие в боевых действиях против Украины и затем дезертировавшие, после чего перебрались в Таиланд, жили на съемном жилье, постоянно испытывали финансовые проблемы и подрабатывали, чем придется в среде русскоязычных мигрантов. Для Михаила они были одновременно партнерами и координаторами. В разных источниках фигурирует долг в 10 тысяч, от 10 тысяч до 120 тысяч долларов. То есть они не только координировались, не только дружили и коллаборировались, но еще и были, видимо, определенными инвесторами его бизнеса, либо каких-то его дел. Данный долг был связан с машиной или вложениями в бизнес, но все версии сходятся в одном. Конфликт из делового перерос в смертельно личный. И давайте перейдем уже к дню, событию, часу X. Поминутная хронология, что происходило. 6-7 января тревожный фон. Накануне исчезновения у Михаила уже были угрозы по поводу денег. Он сообщал матери, что ему пишут о долге, о возможных проблемах. По данным тайских, российских источников, к началу января он договорился о встрече с Ярославом, так он обозначил Демидова, чтобы разрулить финансовый вопрос. Утром 7 января 26 года в Паттайе Михаил собирается на встречу. Он делает то, что показывает, насколько сильно он уже чувствует риск. Он отправляет матери и родственникам фотографию Ярослава, геолокацию его дома и пишет инструкцию. Если он не выйдет на связь в течение 2 часов, нужно начинать поиски и обращаться в полицию. Михаил понимает, что идет на риск и как будто страхует себя через близких, включая им геолокацию не из паранойи, а как последнюю линию защиты. Что на сегодняшний день уже подтверждено как не безосновательное опасение. Около полудня 7 января выезд на встречу происходит. Днем 7 января камера видеонаблюдения фиксирует, как Михаил выходит из дома, по другим данным отеля, садится на свой байк и выезжает в сторону района Нангпру, Паттанакан, и где находится дом Демидова. Последние сообщения матери приходят по дороге в Бангкок или его окрестности. Он пишет, что боится физического насилия или похищения и повторяет просьбу, если пропадет, идти в полицию. Согласно тайским сводкам, далее он прибывает в двухэтажный таунхаус в субдистрикте Нангпру, примерно в километре от будущих мест захоронения. Там его ждут Демидов и Москалев. Официально для разговора о долге, неофициально это точка невозврата. 7-8 января убийство и сами уже адские действия с телом. Тайская полиция считает, что вскоре после того, как Михаил заходит в дом, его обездвиживают и избивают.
В одной из версий фигурирует удар тупым предметом, деревянной дубинкой по голове или по телу, приведший к смерти от тупой травмы. Его удерживают против воли, что легло в основу обвинения о незаконном лишении свободы, приведшем к смерти, а затем уже после смерти приступают к расчленению острым инструментом, следы которых позже ищут криминалисты в доме. Ночь, 8-9 января. Подозреваемые проводят по версии следствия за уничтожением следов, моют помещение, пакуют части тела в черные пластиковые мешки. Некоторые фрагменты пытаются обжечь, чтобы осложнить идентификацию. Параллельно они начинают осваивать имущество жертвы, телефон, транспорт и, возможно, наличные. 9 января вывоз останков и закапывание. 9 января, соответственно, около 15-18 камер жилого комплекса на Сои Паттанакан 4 в Паттайе фиксируют мужчину, похожего на одного из подозреваемых, который выезжает на мотоцикле Михаила. В отсеке под сиденьем видны пакеты, которые не помещаются полностью и немного торчат, деталь на которую следствие потом сделает акцент. В тот же день, по свидетельствам местных жителей, иностранцы несколько раз появляются у пустыря возле пруда в Накпру, где позже будут обнаружены, соответственно, захоронения. Один из эпизодов. К местному подростку подходит Тайка и просит помочь в поисках пропавшего иностранца. На участке как будто идет имитация поисков, в то время как настоящая цель проверить и замаскировать места, где уже зарыты пакеты. Вечером сосед слышит, как один из мужчин жалуется, что потерял ключи от дома, создавая алиби для странного появления рядом с местом, куда вывозили мешки. К концу 9 января основная часть останков уже закопана в 5 точках вокруг водоема. Часть костей, по данным тайской прессы, так и не находят сразу. Поиски продолжаются и после арестов. 10-31 января. После 7 января Михаил полностью перестает выходить на связь. Его мессенджеры замирают, а телефон, судя по данным, какое-то время еще активен в районе Паттайи, чем и пользуются подозреваемые. На фоне молчания сына его мать Ольга Лазабенко 14 января прилетает в Таиланд и подает заявление о пропаже, соответственно, в полицейский участок Нангпру, прикладывая переписку, фото подозреваемого и геолокацию дома. Параллельно ей начинают поступать сообщения и звонки с угрозами и требованием выкупа. Сначала речь идет о 10 тысячах долларов, позже фигурирует сумма около 120 тысяч долларов или долговой спор примерно на 120 тысяч, около 3,7 миллионов бат. Неизвестные утверждают, что Михаил жив, но ему нужны деньги, чтобы все уладить. Давят на мать через страх за жизнь сына и обещают передать видео, если она заплатит. Женщина идет в тайскую полицию с телефонами. Очень похожа методика, между прочим, на недавнюю историю, когда погибла девушка из Беларуси. Тогда звучал скам-центр, где примерно вот те же методы используются. У меня прямо очень сильное ощущение схожести почерка. То есть даже уже после того, как они лишают человека жизни, они продолжают работать, никакой нравственности нет, с родственниками, обещая то ли тело, то ли живое, то ли мертвое. Очень страшная, жуткая практика, и она, к сожалению, сегодня очень развита. Например, в Индонезии уже Китай там ведет свою работу, китайские правоохранители, за что им, конечно же, благодарность, и они уже доводили там больше 15 расстрелов. Было тех, кто занимается подобными вещами, и вообще вот в этих местах, кстати говоря, похоже, что вот эти два подозреваемых, они уже не подпишут договор и не пойдут на СВО, скорее всего, они пойдут в миры иные. Очень сильно все склоняется к тому, что будет принято такое решение. Кстати говоря, мать погибшего, она, об этом уже еще будет сказано мной позже в данном исследовании, она настаивает на том, что вот только высшая мера. Женщины, они по привычке думали, что они все еще в России, наверное, что они выйдут из тюрьмы. Похоже, что не выйдут. Женщина идет в тайскую полицию с телефонами, скринами и рассказом о вымогательстве. Именно этот шаг трансформирует дело из «пропал человек» в расследование похищения с выкупом. В эти же недели полиция работает с видеокамерами, биллингом и показаниями соседей, постепенно выходя на дом в Накпру и отрабатывая всех русских, с кем Михаил контактировал перед исчезновением. И первая находка. 1 февраля рабочие и спасатели, привлеченные к поискам, замечают сильный запах разложения возле пруда Сой Паттанакан в Паттайе. И полиция начинает прочесывать участок. Там находят несколько черных пакетов с фрагментами человеческого тела, часть которых завернута в одежду, в которой Михаила видели в день исчезновения. Другие фрагменты имеют следы термического воздействия. Дальнейшее обследование территории приводит к обнаружению останков в 5 разных точках, что подтверждает, убийство было не спонтанным, а тщательно замаскированным. Личность погибшего устанавливают по сопоставлению одежды, татуировок и других признаков. Задержание в Бангкоке происходит 2 февраля. На фоне находки останков и собранных цифровых данных тайская полиция получает ордера на арест 2 россиян, с которыми Михаил встречался перед исчезновением. 2 февраля
По другим сообщениям, вечером еще первого это уже происходит. Демидова и Москалева задерживают в одном из отелей на Сукхумвит-Сой, 71, в районе Пхраканнонг, Бангкок. Они пытались скрыться из Паттайи, перебравшись в столицу. Оба признаются, что знали Михаила и имели с ним денежные вопросы. Но в остальном ведут себя закрыто, давая минимум информации. На них заводят дела по статьям о предумышленном убийстве, незаконном лишении свободы со смертельным исходом и сокрытии и уничтожении тела. В этом деле следователи наткнулись на набор улик, который выстроил цепочку почти без провалов. Первое. Сообщение Михаила матери и родственникам. Он заранее сообщает о встрече с Ярославом, пересылает фото, адрес, прямым текстом пишет о страхе быть похищенным или избитым. Эти переписки показывают предысторию конфликта и фиксируют последнюю точку маршрута. Второе. Геолокации и цифровые следы. Михаил включил геолокацию и отправлял координаты дома подозреваемого, а также попадал в камеры по пути к нему, что позволило восстановить маршрут и сверить его с перемещениями телефонов Демидова и Москалева. Третье. Видеозаписи с камер наблюдения. Камеры в жилом комплексе на Суире зафиксировали, как один из подозреваемых выезжает на мотоцикле Михаила с пакетами под сиденьем, совпав по времени с предлагаемым вывозом фрагментов тела. Видите, просто в России очень часто звучат такие дела, где признался, и все, вот он во всем признался, это доказательство. Вот что такое сбор доказательств. И собрать доказательства всегда можно, когда есть желание. А потом можно еще и не дать ему идти куда-нибудь на специальную операцию, а просто их расстрелять. Такое тоже есть места, где случается. Слова поддержки, соболезнования, конечно же, матери погибшего. Также среди доказательств. Дом в Нагпру, как предполагаемое место убийства. Внутри таунхауса криминалисты обнаружили следы, совместимые с расчленением потенциально режущего инструменты. Биологические следы, следы крови, детали в источниках не всегда раскрываются, но указываются как криминалистические улики. Пятое. Захоронение у пруда. 5 отдельных точек с закопанными пакетами, частично обожженными останками и фрагментами одежды. Жертвы в районе пустыря у водоема в Нагпру. Сама схема рассредоточения тела – прямое указание на попытку максимально затруднить обнаружение. Шестое. Телефонный мессенджер переписка. Мать и другие свидетели показывают угрозы и требования денег. Сначала как долг Михаила, затем как вымогательство выкупа у матери уже после исчезновения сына. Эти сообщения связывают финансовый мотив с конкретными номерами телефонов. Седьмое. Финансовый мотив. В англоязычной прессе фигурирует сумма долга в 120 тысяч долларов, около 3,7 миллионов бат, к которой привязаны угрозы в адрес Михаила и его матери, а также версии о спорной сделке с автомобилем. Восьмое. Биография самих подозреваемых. Данные о судимостях, участии в боевых действиях и дезертирство формируют контекст, в котором люди, привыкшие к насилию и криминальной среде, резко повышают вероятность силового решения конфликта. Кстати, не единичный случай и не единичная страна мне подобно попадалось. И это даже дело Катажины Завады. Очень сильно полицейские всегда ориентируются на то, был ли опыт. Это очень важно. Просто вот опять же, в России иногда меня страшно разочаровывают дела, где могут признать самоубийство, при том, что не было до этого попыток. Ну, это очень странно. Или, например, кто-то кого-то ударил, но он был хороший, защищался, особенно если это мигрант, там просто диаспора очень сильно работает, и начинает этому объяснение давать. При том, что должно быть самое первое объяснение, не всякий, извините меня, решится ударить ножом человека. То есть, значит, есть какой-то опыт. То есть, всегда эти мысли есть. Но есть и места, и страны, где это, конечно же, совершенно в рамках криминалистики, разбирательства по делам, это часть работы, обязательно сослаться на опыт подобных дел. И в данном случае у данных подозреваемых это очень плохой бэкграунд, если уж совсем говорить просто. Попытка бегства, задержание Демидова, это, кстати говоря, это может практически к доказательной базе прикладывается. Если мог, если имел такой-то опыт, это очень серьезный аргумент. Попытка бегства, задержание Демидова и Москалева в столичном отеле после того, как, если кто-то служит, воюет, вот знаете, что это аргумент. Задержание Демидова и Москалева в столичном отеле после того, как тело уже нашли и по ним выписали ордера. Используют следствие как поведенческая улика, указывающая на осознание ими тяжести содеянного. Кстати, тоже, да, то есть неспокойно сидя дома, пытаются явно скрыться. Сами себе, можно сказать, кейс создали. Еще раз соболезнования, конечно же, родственникам погибшего. Не до конца найденные также части тела, тот факт, что часть останков долго не удавалось обнаружить, подтверждает, насколько тщательно подозреваемые пытались заместить следы и усиливает обвинение по статье о сокрытии тела.
Ход расследования версий такие. С самого начала у следствия было несколько веток, и не все они сводились только к долгу за каннабис. То есть не было однозначности, пытались принять решение и искали обоснование для этих решений. Первая версия частично финансовая, конфликт из-за крупного долга, взятого у соотечественников на развитие бизнеса или на покупку машины, который Михаил вовремя не вернул. Угрозы по телефону, разговоры разрулем на месте в доме Ярослава и последующая эскалация до похищения, убийства укладывается в классический силовой сценарий возврата долга криминальными методами. Вторая версия – бизнес-конфликт вокруг каннабис-шопа. В русскоязычной среде Паттайи обсуждалась тема долги в King Cannabis, возможного захвата бизнеса или выдавливания Михаила из прибыльной точки. Конкретных документов о долях в открытых источниках нет, но постоянные упоминания партнеров, именно само слово, и делового спора заставляли полицию изучать финансовые связи Емельянова, в том числе возможных тайских номинальных владельцев. Третья, наиболее мрачная версия, озвученная в тайской прессе. Убийство под органы. То есть попытка, еще раз, вот у меня полная ассоциация, что вот не просто так полиция именно тайская на это делает акцент. Очень похоже, что эти два деятеля, либо вот, почерк тот же самый, как в скам-центре. И органы там тоже звучат. То есть они вот человека полностью из него выдавливают все, что можно. Его приводят самого к тому, чтобы он какие-то мошеннические действия делал. Чтобы он обращался к своим родственникам по поводу выкупа. Потом выкуп тела, когда погибает. Потом еще что-то. И они вот просто из человека высасывается все без всяких принципов. Еще раз напомню, что Китай активно ведет борьбу с этими явлениями. И успешно, кстати говоря. И там и расстрельные статьи их уничтожают очень. То есть вот то, где сейчас оказались вот эти два обвиняемых, они находятся практически на волне борьбы со скам-центрами, а почерк их, полиция явно распознает как знакомый. И очень жестко они сейчас работают в этом направлении. То есть попытка продать органы или инсценировка, из-за которой тело так жестоко расчленено. Эту линию полиция официально не сделала основной, но учитывала при анализе характера расчленения возможных связей подозреваемых с более крупной криминальной сетью. Пока подтверждений именно органной версии в источниках нет, однако сама ее проработка показывает, насколько странной и показательно жестоко выглядела расправа. Отдельный слой – политика социальной. Два бывших зэка, отправленные в Украину, что они там делали с местным населением, честно говоря, тут только предполагать можно с ужасом. Еще раз, да, они же набирались опыта. Затем дезертируют, оказывается, может быть, дезертировали, потому что, наверное, да, ведь даже у нацистов в Германии, нацистской, фашистской, гитлеровской, Коха, у него была Эльза Кох, мадам Абажур, она из людей делала абажур, это ужасное воспоминание, но ее мужа, например, за чрезмерную жестокость расстреляли даже нацисты. Вот так немножко штрих к истории. Два бывших зэка, отправленные на войну, затем дезертируют, оказываются в эмигрантском подполье, пересекаются с наркотическим бизнесом и возвращаются к насилию как к привычному инструменту. Этот контекст активно обсуждается медиа, но для тайского суда он имеет скорее околофоновое значение. Главное остается в плоскости уголовных статей. Расследование в какой-то момент заходило в тупик по линии поисков самого Михаила. Пока не было тела, дело юридически оставалось пропал без вести, предполагаемое похищение. И любые версии, включая добровольный отъезд или инсценировку, не могли быть полностью сняты. Переломом стало обнаружение, естественно, останков 1 февраля. После этого следователь получил и тело, и место вероятного убийства, и возможность предъявить подозреваемым полноценный набор тяжелых обвинений. Кстати, вот тоже хочется отметить, при том, что да, не бралась какая-то одна версия, не было такого узкого взгляда, при этом, когда прорабатывается много версий, улик собирается больше. И когда уже появляется очевидное, у следователя целый объем доказательств. Это просто у него гора доказательств. Это пример того, что бывает, когда следователь работает. Финал на сегодня и возможный приговор. На момент конца марта 26 года Демидов и Москалев находятся под стражей в Таиланде. Они арестованы по ордерам суда Паттайи и обвиняются в предумышленном убийстве, незаконном лишении свободы, приведшем к смерти и сокрытии уничтожения тела. Тайское уголовное право предусматривает за такой набор статей либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь. И медиа подчеркивают, что дело рассматривается как особо жестокое из-за расчленения, пыток, вымогательства денег у матери. Я уже приводил пример, за это дают, расстреливают очень активно, Китай, по крайней мере. Мать Михаила публично заявляет, что требует для обвиняемых высшей меры наказания и будет добиваться, чтобы их не экстрадировали в Россию, где, по ее мнению, они могут рассчитывать на более мягкий режим. Они могут рассчитывать подписать договор на СВО и пойти дальше делать то же самое. Они могут рассчитывать на более мягкий режим. Тайские власти, в свою очередь, демонстрируют готовность вести дело до конца. Они активно работают с российскими дипломатическими каналами, но не дают сигналов о смягчении.
Окончательного приговора на сегодня еще нет. Идет сбор и анализ доказательств, судебно-медицинские экспертизы и предварительные слушания, но базовый сценарий для обвиняемых выглядит максимально жестким. Друзья мои, невероятно важное дело для того, чтобы его подслеживать и чтобы понять связи, возможности, подозрения, которые можно было бы высказать. Это просто будет кейс, который можно фундаментом считать для того, чтобы оценивать, а есть ли какие-то связи, завязки на политическом уровне с различными формами скам-центров, тех самых лютых, ужасных мошенников, которые звонят и в Россию, и во многие страны, мошеннические действия, обманы, выманивание денег. Вот это дело, оно очень будет показательным, потому что вот эти два деятеля явно где-то крутились в этих кругах, потому что где-то они очень сильно набирались определенного опыта. Последим. Берегите себя и увидимся.